имеется сумма для инвестирования, и вы пока не знаете, куда вложить 1 000 000 рублей, чтобы заработать, советуем досмотреть ролик до конца. Разберем актуальные способы инвестирования, исходя из экономической обстановки в стране. Вы на канале Финансовая грамотность, и мы начинаем. Для начала я советую ознакомиться с советами экспертов по инвестированию, а уже далее расскажу про сами способы. Итак, совет первый. В первую очередь нужно отложить от накопленной суммы 15-20% на срочные нужды. Это необходимо для того, чтобы в случае непредвиденных трат была возможность быстро получить доступ к деньгам. Также это защитит личный финансовый портфель от необходимости прерывать инвестиционное размещение досрочно и терять процент полученного дохода. Итак, в каких ситуациях может понадобиться экстренно денежные средства? Потеря работы, проблемы со здоровьем, траты, связанные с имуществом, рождение ребенка и так далее. В инвестиционном портфеле часть суммы, которая откладывается на короткий срок, называется текущим капиталом. Для этих целей открывается накопительный счет с ежедневным начислением процентов или краткосрочный депозит на 3 месяца, чтобы иметь постоянный доступ к деньгам без потери накопленных процентов. Совет второй. Прежде чем определяться со способом инвестирования, нужно обозначить для себя цель, на которую откладываются эти средства. От того, на какие цели откладывается эта сумма, зависит выбор способа размещения. Немаловажным также является то, как быстро нужно накопить и какой размер дохода является приемлемым. Итак, рассмотрим долгий срок, так сказать, долгосрок, накопление к пенсии. В этом случае можно обратить внимание на приобретение консервативных ценных бумаг и инвестирование в драгоценные металлы. На коротких сроках инструменты дают небольшую доходность, но на больших горизонтах планирования показывают хороший рост. Второй вариант – это краткосрок. Для коротких сроков существует два сценария. Консервативные инструменты, чтобы вложить 1 000 000, это фондовый рынок и инвестиции в недвижимость, покупка валюты, размещение на банковский депозит. Высокорисковые инвестиции – это покупка криптовалюты и акций сектора повышенного риска. Каждый из представленных ниже способов имеет свои плюсы и минусы, различается по уровню доходности и степени риска. Для получения максимальной доходности при минимальных рисках рекомендуется выбирать для себя сразу несколько видов инвестирования. Совмещение нескольких видов вложений денежных средств называется диверсификацией портфеля и помогает защитить накопление в случае, если один из выбранных инструментов не принесет той доходности, которая была запланирована. Итак, куда вложить 1 000 000 рублей, чтобы деньги стали работать на вас? У каждого из предложенного ниже способов имеются свои плюсы и минусы, разные проценты возможного дохода. Способ первый – недвижимость. Начинающему инвестору следует рассмотреть 4 основных способа получения прибыли на сделках с имуществом. Вариант первый – покупка квартиры с целью перепродажи, когда объект будет сдан в эксплуатацию. Какие плюсы? Это потенциальная доходность порядка 30% за короткий срок. К минусам относится высокий риск. Необходимо подойти к выбору застройщика и месту расположения квартиры, чтобы исключить риск того, что стройка не будет завершена или затянется процедура перепродажи. Также геополитика может внести свой негативный вклад в такой способ инвестирования в недвижимость. Также приятным моментом относится факт того, что кроме дохода от сдачи в аренду, есть вероятность, что цена на недвижимость со временем тоже вырастет. Как правило, нет риска потерять вложенные средства. Вариант второй – приобретение небольшой квартиры для сдачи в аренду. Минусы. Доход от сдачи квартиры за минусом налога и расходов на ремонт будет небольшим. Кроме того, метод достаточно трудозатратный. Необходимо постоянно искать новых арендаторов и делать косметический ремонт. Если район окажется не очень популярным, то квартира может пустовать, что может привести к тому, что затраты не будут окупаться. Например, у нас сейчас из-за сложившейся обстановки в стране пустуют 2 квартиры-студии в хорошем районе, которые агент не может сдать уже второй месяц. Приходится либо снижать цены, либо ждать арендаторов. Вариант третий – покупка комнаты в общежитии. Метод похож на предыдущий, но с еще большими рисками. Такая недвижимость плохо продается и в случае необходимости сложно будет вернуть вложенные деньги. Вариант четвертый – приобретение коммерческой недвижимости для сдачи в аренду. К плюсам можно отнести, что сдача в аренду таких объектов в 2-3 раза выгоднее, чем в ситуации с жилой недвижимостью. К минусам относится сложность прогнозирования спроса. Многие люди считают, что недвижимость – это надежно и выгодно. Однако, этот вывод редко основывается на анализе уровня колебания цены. Чаще всего это просто субъективное суждение, не имеющее никакого отношения к оценке рисков. Цена на недвижимость может точно так же, как и любой другой инвестиционный инструмент, падать в цене продолжительный промежуток времени.
Способ второй – банковский депозит. Самый простой способ размещения денежных средств. Доходность зависит от текущей ставки Центрального банка и условий капитализации. Этот способ не стоит рассматривать как способ приумножения капитала. Скорее, это сбережение капитала, то есть банковский вклад – это только лишь механизм защиты от инфляции, и то не всегда. Способ относительно безопасный, если выбирать надежные государственные банки. Способ третий – покупка валюты. Корзина из нескольких валют должна состоять как минимум из 3 видов. Основой корзины должен быть доллар. На эту часть лучше выделить 50% от накоплений. Вторая, третья и последующие валюты выбираются исходя из текущей ситуации в мире. На данный момент актуальны приобретение евро и юаней. Можно также, конечно, присмотреться к швейцарским франкам, норвежским и шведским кронам. Этот вид валюты один из самых устойчивых в мире. Способ четвертый – драгоценные металлы. Этот способ даже более консервативен, чем размещение средств на депозит. Существует несколько способов получения доходности с помощью драгоценных металлов. Первое – золотые слитки. Здесь на длительный срок имеет хорошие перспективы доходности, можно приобрести в любом банке. Второе – монеты. Кроме прибыли за счет роста цен на металл, может принести дополнительный доход, если имеет коллекционную ценность. Третье – обезличенный металлический счет. Другими словами, ОМС. Это аналог депозита, но с перспективой большей доходности на длительных сроках. Четвертое. Акции компаний, занимающихся золотодобычей. Здесь доходность по акциям не прямо пропорциональна ценам на сырье. Даже в случае роста цен на золото, рост стоимости и дивидендов не гарантированы. Способ пятый – инвестирование в бизнес. Доходы предпринимателей ничем не ограничены, и это не может не привлекать инвесторов. Инвестиции в бизнес – это самый высокодоходный способ приумножить капитал. Способ одновременно и самый рисковый. Примерно половина предпринимателей закрываются на первом же году ведения бизнеса. Прежде чем рискнуть и вложить деньги в бизнес, нужно внимательно изучить сферу планируемого бизнеса и риски, с которыми придется столкнуться на начальном этапе. Зачастую успешность бизнеса зависит от идеи. Также следует помнить, что вложение в бизнес – это не пассивный доход, так как ведение успешного бизнеса требует большого количества времени и траты сил. На ум же сразу приходит несколько идей бизнеса, в которые можно вложить деньги. Первое – это франшиза. Плюсом здесь относится выход на окупаемость через полгода, помощь владельца франшизы, отлаженный процесс управления. Расходы на бизнес от 150 до 300 тысяч рублей в среднем. Вторая идея – это интернет-магазин товаров из Китая, либо работа с маркетплейсами по типу Озон или Wildberries. К плюсам относятся простота запуска, быстрый выход на окупаемость. В среднем расходы 250 тысяч рублей. Третья идея – это дистанционные обучающие курсы. Здесь к плюсам относятся отсутствие аренды, возможность широкого охвата клиентов. Расходы варьируются от 50 до 200 тысяч рублей. Четвертая идея – это кофейня на колесах, либо же прокат специализированного инструмента. К плюсам относятся простые бизнес-процессы, низкая конкуренция, высокая рентабельность. Расходы на бизнес от 200 до 300 тысяч рублей. Способ шестой – это инвестирование в фондовый рынок. Фондовый рынок многогранен. Вложить деньги можно как в облигации, так и в акции. Исходя из нынешней ситуации в экономике, лично я советую вкладывать деньги в акции. Но опять же, зависит от цели и срока инвестирования. Итак, рассмотрим инвестирование в акции. Акция – это ценная бумага, доходность по которой можно получить двумя способами. Первый – за счет роста стоимости акций, и второй – за счет получения дивидендов. Наименее рисковые бумаги – это голубые фишки. Это акции крупных частных и государственных компаний с высокой степенью надежности и устойчивым финансовым положением. Например, Сбербанк, Газпром, МТС, Норникель. Потенциальная доходность по ним немного выше, чем по облигациям. Вторая же группа акций – это бумаги развивающихся рынков. Молодые и перспективные. Чаще всего это IT-сектор, медицина и так далее. Согласитесь, вложить деньги в акции Сбербанка по 100 рублей за акцию – это вложение очень выгодное и перспективное. Вспомните мои слова через год и более, и вы убедитесь, что цена за акцию Сбербанка в 300-350 рублей вполне нормальная цена. А это уже 300-350% от вложения. Конечно, риски есть всегда и везде, так как в инвестировании это нормально. Кстати, я недавно рассказывал в другом ролике на канале, какие акции покупать сейчас. Советую посмотреть его, пока в нем актуальна информация. Способ седьмой – инвестирование с большими рисками. В любой инвестиционной деятельности работает правило: чем выше риски, тем выше потенциальная доходность. Если есть тяга к риску и желание много заработать денег, можно использовать агрессивные инструменты инвестирования. Но важно помнить, что потенциальная доходность пропорциональна потенциальным потерям. Пример первый – криптовалюта. За все время существования биткоина его стоимость выросла в 100 и более раз. Покупать криптовалюту следует именно в момент отката, падения. Так сказать, в периоды криптозимы.
Пример второй – Форекс. Форекс представляет собой торговлю валютой на бирже. В распоряжении инвестора имеется большое количество валютных пар. Рискован данный метод является потому, что валюта внутри торгового дня имеет высокую степень волатильности, то есть огромные скачки цен. Заявки на покупку можно оформлять не только на собственные средства, но и на заемные. То есть осуществляется торговля с плечом 1 к 45 и более за счет маржинального кредитования. То есть за 1 рубль у вас на счете вы можете распоряжаться 45 рублями. В случае неудачной сделки можно потерять не только вложенные средства, но и заемные. Поэтому будьте аккуратны. Потенциальная доходность соизмерима с возможными потерями. Метод требует затрат времени и средств на обучение. Без подготовки можно потерять 1 миллион рублей всего лишь за несколько сделок. Пример третий – опционы. Торговля на срочном рынке имеет похожую схему и тот же уровень риска, что и работа на Форексе. При наличии необходимых знаний и доли везения доходность по инструменту не ограничена. Способ восьмой – инвестиции в себя. Самый интересный из всех способов вложений. Обучение в хорошем университете, посещение семинаров и тренингов требует больших финансовых вложений, окупается с лихвой, хотя и не быстро. Следует внимательно выбирать, в какой вид обучения направить свои средства. Какая профессия бы ни была выбрана, стоит добавить курсы финансовой грамотности, так как знания и навыки приумножать накопления пригодятся в любое время, особенно в такое, как сейчас. Поэтому вы и смотрите, и подписаны на этот канал. На этом все. Желаем профита от инвестиций вместе с нами. А что делать с подпиской и пальцем вверх, вы и сами знаете.